Всем привет! Сегодня я еду на Дженуа Кальяри. Не то чтобы это какие-то гранды мирового футбола или топ-матч, но у Генуи один из самых старых стадионов в Италии. Очень атмосферный, в первую очередь благодаря их фанатам. Они создают невероятную атмосферу. Ну, это, возможно, последний матч Генуи в этом сезоне, который я посещаю. Поэтому, наверное, самое время это снять. До Генуи 150 километров в одну сторону по дороге. Я, конечно, больше люблю такие матчи посещать на общественном транспорте, но матч начинается в 20:45, и после матча уже невозможно из Генуи никак добраться обратно в Милан, ни на каком поезде, автобусе, так что придется ехать на машине. В Италии платные междугородние дороги, вот стоят такие пункты, тут приезжаешь, берешь себе билетик, а потом, когда приедешь, шлагбаум открывается, когда заканчиваешь поездку, там такой же пункт, всовываешь этот билетик и тебе говорят, сколько надо заплатить. Обычно не так уж дешево. Это, собственно, моя самая нелюбимая часть путешествий. Ты вот так вот едешь, ты просто смотришь вперед на дорогу и не можешь в это время ничем полезным заниматься. И мне кажется, что именно в эти минуты моя жизнь проходит мимо меня. В общем, не люблю я такое. Если бы я ехал на автобусе, мне бы нравилось больше. Потому что жизнь бы проходила мимо водителя автобуса, а я бы в это время тратил бесцельно свое время в интернете. Ну или не бесцельно, вы же понимаете, сидеть в интернете это очень важно и полезно. Вот такие вот зеленые холмы по дороге в Геную. Дорога из трехполосной стала двухполосной. Скоро вообще будет серпантин. Поселение. И видите, поезд выезжает. Конечно, на поезде больше люблю. Но сегодня, видите, снимаю поезд со стороны. Вот, вид в боковое. Ну, такие вот виды по дороге в Геную. Такие повороты, серпантины, мошки, которые сделали мое окно грязным. На подъезде к Генуе нас встречает Свята Сампдории. Это второй клуб в Генуе. То есть в городе два клуба. Один, собственно, Генуя называется, Дженуа. А второй Сампдория, у него тоже достаточно много фанатов и тоже достаточно неплохой клуб. Что ж, я вот приехал в Геную, засовываю билет. Он показывает, что у меня 11:50, это где-то 150 километров. Ну, тут, кстати, цена нормальная, цены разные. Но тоже не дешево, но относительно нормально. Картой пикаешь, оплачиваешь и едешь. Я уже в Генуе. Машину тут приходится ставить далеко, так как город старинный. С парковками ближе к стадиону большая проблема. Я где-то стал 200 километров от стадиона. Но повезло, что и тут нашлось место, потому что я иногда остановился намного дальше. Так что сейчас буду двигаться к стадиону. Смотрите на эту забавную архитектуру. Как вот город расположен на холмах. Но это итальянская классика. Не очень любят животных. Тут везде животные. И мопеды. Животные и мопеды. Почти внедорожник. Видите, какие бордюры может штурмовать Fiat 500? Не подумайте, что я лох один далеко стал. Вот фанаты Генуи идут. Так, я на дальних поступах к стадиону. Вот фанаты уже разминаются перед матчем. Просто я хочу, чтобы вы понимали, что фанаты — это не только молодые агрессивные парни. Вот, посмотрите, настоящая фанатка Дженуа. Чем ближе к стадиону, тем более полные бары. Но вы же понимаете, что футбол для итальянцев — это не только футбол. Это повод встретиться, выпить, пообщаться. Может, это даже важнее, чем сам результат матча. Кстати, это тюрьма. А вот стадион Дженуа. Чуть дальше. Вон он. Вон какой-то замок. Его видно с одной из трибун. И я все время думаю о том, что когда-то я хотел бы там побывать. Ну а всему свое время. Сегодня я пока побываю на этом стадионе. Раз 20-й. Вот это все очередь на вход на фан-трибуну Дженуа. Вон они там еще внутри все в очереди стоят. Полиция охраняет. Но мне не на фан-трибуну Дженуа, мне на другую фан-трибуну Дженуа.
Это стадион Луиджи Феррарис 1911 года постройки. По-моему, это самый старый стадион в Италии, на котором сейчас играют в серии А. Ну и тут играет не только Джено, еще это домашний стадион для клуба Сампдория, который сейчас, к сожалению, в серии Б. Но я был на их дерби, это очень круто. Джено и Сампдория, когда они вместе играли в серии А, ну, наверное, это топ-3 дерби Италии. 37 тысяч зрителей. Вот эта часть Джено, а с той стороны часть Сампдории. На этот сектор пускают только по фанатским картам Генуи, вот там вот их сканируют. И вот я приближаюсь внутрь. Вот я внутри. Стадион внутри ощутимо довольно старый. В британском суровом стиле. Я сейчас спускаюсь на первый ярус. Так вот, вы из-под земли попадаете на трибуну. Тут поют Never Walk Alone, как поют у Ливерпуля. А вот уже. На самом деле я тут сидеть не буду, я просто вам спустился показать, что такое места за 30 евро в Генуе. Наверное, это одни из худших мест вообще в Италии, потому что футбол с вот этого места смотреть ну просто отвратительно. Посмотрите на вот это стекло, но вот тут вот это места за 30 евро, а за стеклом это уже места за 150 евро. Вот буквально некоторых из них отделяет 50 сантиметров и стекло. А вот там вот напротив, вот просто через поле, вот те вот места уже по 90 евро. Вот такое вот оно ценообразование в Генуе. Ну и чтобы взять вот эти места по 30, надо бы иметь клубную карту Генуи. У меня она есть. Я, конечно же, пойду лучше наверх. Вот так вот по таким лестницам. Джено называют грифонами. Их символ. И вот по такому хитросплетению лестниц я двигаюсь наверх. Эта трибуна поярче и вид тут получше. Но в прошлый раз в первом ряду я занимал место за час.
2-0 после первого тайма. Необычайная результативность для Джено, но много атак. Как бы игра зрелищная, фанаты радуются, голы залетают. Все как тут любят. Посмотрите, какие тут суровые сидушки. Ну, во-первых, тут во время матча никто не сидит обычно. Во-вторых, стадион же делится между Джено и Сампдорией. И во время матча Сампдории вот это гостевой сектор. Поэтому вот он огражден сеткой, таким вот плотным стеклом. Потому что в Италии как бы очень гостеприимны к гостевым фанатам. Ну а сегодня вот с той стороны есть такой же гостевой сектор. И сегодняшние фанаты Калери сидят там. А на матчах Сампдории гостевые тут. Вот так вот они меняются. Но вот они последствия того, что сектор гостевой. И вот разные наклейки, которыми гости пытаются увековечить себя на этом секторе. Но, как вы видите, ненадолго. Найдено объяснение, почему фанаты ходят на футбол. Им обещают, что они никогда не будут пить сами. И видно, что Сампдория играет в серии Б в этом сезоне. Вон, например, Бари, Зуттироль, Кома. То есть команды, которые играют в серии Б, и свежие наклейки. Внутри большого фанатского движения есть маленькие подгруппки. И вот, например, у этого сектора есть своя группа Ультрас. Они меня уже знают, вот поделились со мной сегодня наклеечками. А я с ними поделился видео. Вот такая у нас фанатская дружба. Вы же понимаете, что стадион декорируется перед матчем, развешиваются все вот эти баннера. Они не могут висеть до следующего матча, потому что на следующий матч будет другая команда домашняя. Поэтому каждую неделю стадион декорируется по-новому под свой клуб, и есть фанаты, которые все это делают. Так вот, еще недавно тут неслась футбольная атмосфера, а сейчас уже стадион почти пуст. И все происходит достаточно быстро. Технические команды, медики, заносят оборудование. Кто-то продолжает тренироваться, барабанить. Видите, я практически закрываю трибуну и стадион. Прозвище Джено Грифоны. Вот это эмблема их клуба. И вот такое вот творчество от их фанатов. А вот напоминает об английских корнях их символика клуба. Вот более свободное творчество. Вот это творчество ребят с улицы Армении. Часто символика футбольных фанатов почему-то крутится вокруг пива. Я вот пиво не пью. Но я знаю, что многие любят, особенно на футболе. Вот что-то футбол и пиво для них это достаточно связанные вещи. Вот тут увековечена дата основания клуба. 7 сентября 1893 года. Как бы немалая история, большие традиции, памятные таблички. Одна из них даже достаточно свежая. Память из фанатов. Вот это уже наклейки группировок фанатов Джено. Потому что сюда не фанат Джено, по сути, попасть не может. Вот они
себя пытаются увековечить. Генуя – это самый старый футбольный клуб Италии. Вот они в 1893 году основаны. В 1898 они уже выигрывали чемпионат Италии. Понимаете, да, что Генуя – это город с большой историей, поэтому такие вот рыцарские мотивы, исторические сооружения достаточно актуальны. Ну, а это уже такое более современное творчество. Не без религиозных сооружений. Везде они напоминают о дате своего основания. Собираются после матча, обсуждают. Дженуа – город мореплавателей. Вот каждая колонна посвящена одному из чемпионств Дженуа. Они по датам, конечно, вот такие: 23-й год, 22-й, 14-й, 15-й, 23-й, 24-й, потому что клуб с историей. И в те годы, наверное, конкуренция у него была поменьше. Они рано начали, а сейчас вот им посложнее уже другие гранды. Напоминание о том, что Дженуа 9 раз выигрывала чемпионат Италии. You'll never walk alone, как у Ливерпуля, что еще раз напоминает нам о английских корнях Дженуа. Вот это нарисован исторический билет. В 1992 году, когда Дженуа дошла до полуфинала Кубка УЕФА, вот они играли на Энфилде с Ливерпулем, и они решили вот так вот увековечить этот момент. Знаете, как приятно им обоим было слышать Never walk alone. Решили на стене увековечить вот тот легендарный состав из 90-х. Большинство из них играли против Ливерпуля в полуфинале. Лучшие годы клуба. Телефон строго на нас смотрит со стены. Это символ города Генуя. Генуэзский маяк. Дерби этого города так и называется — фонарное дерби. Дерби маяка, когда играет Дженуа против Сампдории. Но, к сожалению, не в этом сезоне. В этом сезоне Сампдория в серии Б. Но кто знает, может, еще когда-то увижу дерби. Я уже на 2 был вот этих генуэзских дерби. Выложена мозаикой из маленьких квадратиков. Кажется, это очень круто. Вот он, вечерний Луиджи Феррарис. Луиджи. Очень по-итальянски. Вот стадион, а вот жилые дома. Думаю, вы представляете, да, уровень шума у этих людей во время матчей. Но я уверен, чтобы жить в таком жилье, надо быть футбольным фанатом. Самое время зайти подкрепиться после матча. Какая-то Дада пицца гурме. Что ж, посмотрим. Обычно она называется квадро формаджо. Тут она почему-то называется формаджоза. После футбола собираются, обсуждают матч. Большой компанией за столом. На фоне эмблемы и цветов Дженуа заканчивается мое пребывание в Генуе. Могу сказать, что это было какое-то невероятное событие или поездка, но я рад, что смог вам показать немного самый старый клуб Италии, его стадион, его фанатов и то, как у них это все тут происходит.